вот здесь основные мои электроприборы. Это ручка, вон видно, это дремелевская. Но это не Дремель, это другая фирма. Ну, я тоже такую купил. Да, очень хорошая гравировка. Для гравировки инструмент вот такой вот. Она была с этим, как его, с регулятором оборотов, но я от этого отказался, от 5 вольт сделал ее, ну, на маленьких оборотах. Я на больших оборотах не работаю. На больших у меня другая есть, но ее здесь не видно. Она у меня спрятана в шкафу там. Так. Вот этот вот, это фен, да, электрический фен. Тоже нужная вещь для обжимки там термоусадки и так далее. Это для таких вот целей. Но это специфическая вещь. Она, в принципе, ну, может быть, и не будет полезна. Оно бывает и для судомоделиста нужно. Это вот конверсионные эти все, я занимаюсь конверсацией пластиковых моделей из наборов, которые продаются, пластиковые наборы. Ставим на них там нашу электронику, оборудование и перевожу их в радиоуправляемые. Так. Скоро появится вот это вот Тайфун в 350 масштабе. Ну, наша акула, проект 941. Вот. 350 масштаб. Вот. Угу. А рядом, А ладно. рядом где? А рядом вот эта вот варшавянка с пластиковым корпусом в 144 масштабе тоже будет под радиоуправляемую переделываться. Ну, тоже конверсация идет. Корпус не стеклопластиковый, а пластиковый просто. Пластмасс. Угу. Так. Ну, там балластные системы. Ну, балластных как-то не видно, но мы видели их на видео. Балластные есть разных типов, от 50 миллилитров до 500 миллилитров. Я их делаю разные. Размеры какие? 50, 150, 200, 250, 300, 350 и 500. Вот сколько много разных этих. На разные модели разные емкости идут. Так, здесь у нас 430, это вот, да, у тебя аппаратура? Да, это вот это наша последняя разработка. Мы сами радиоаппаратуру такую бюджетную делаем. То есть на основе там, значит, ардуиновская платформа используется и уже готовые модули 433 МГц там используются. Ну, в общем, на последних, кстати, испытаниях на озере великолепно себя они проявили. Даже я могу сказать, что по дальности не уступает вот всем, ну не всем, а некоторым этим таким серьезным, допустим, как eSky или Hightech, вот такие вот аппараты. Но это экспериментально, это пока. Это еще требует доводки и проверки. Вот. Но уже есть прототипы, вот видишь, вот это вот приемники и антенки такие спиральные, у них не такая типичная проволочная метровая антенна, а спиральная. Очень, кстати, места мало занимает в этом. Вот это ее очень большое преимущество. А это уже вот чуть-чуть левее возьми. Джойстик, да, вот джойстик мы тоже переделываем под передатчик. То есть он, ну, вот это вот собираю бюджетную аппаратуру, которую вот она с этими маленькими пластиковыми моделями будет идти в комплекте. Потому что такая аппаратура, она дорогая, а не у всех есть возможность купить дорогую, допустим, аппаратуру.
А как вы все знаете, сейчас радиоаппаратура 2,4 ГГц, к сожалению, под водой не работает для подводных моделей, а работает только лишь старая кварцевая аппаратура 27-40 МГц. Да, Вот, кстати, про аппаратуру на сайте RC Submarines, по-моему, последние две ссылки в описании стрима, там предлагается или два комплекта аппаратуры на 35 и 40 МГц. Пожалуйста, если кому-то нужно, можно ее приобрести. Две крайние ссылки у нас в описании стрима, пожалуйста, там. там больше аппаратуры, там просто я тебе скинул самые основные эти самые аппаратуры, там у меня еще несколько типов есть. Так, ну тут спрашивают, привод поршня в цистерне вал или шпилька? Ну, вал, насколько я помню, там вал с резьбой по приводу поршня. Шпилька с резьбой М4. Да, шпилька с резьбой М4. Он называется шпиндель. Да, крутится шестерня через Да, редуктор, и она движется. крутится эта шестерня и вращает эту шпиндель этот, а шпиндель таскает, вытаскивает и наоборот поршень. И вот, ну, у меня все балластные мои на основе шприцов разной емкости. Да, вот здесь вот. Ну, это там, да, там виднеются эти шприцы. Мы их переделываем, делаем на 3D принтере крышки для них специального размера. Некоторые детали тоже для них делаем. И потом уже ставим электронику на них и так далее. Уже потом все идет. Ну да, у меня три системы есть твои, четыре балластные цистерны, так что я не примерно точно представляю, как это выглядит. Да. Так, едем дальше. Полка. Тут, наверное, и про модели рассказать надо будет. Тут, Что там Александр Смирнов про 17-ю спрашивал? я уже не помню, что он там спрашивал. Что-то, ну ладно, это потом. Тут, кстати, Лодка Вальтера, вспомнил, нашел. ну вот это Вальтера две лодки. Одна, вот эта вот верхняя, это 17Б проект. 17Б, она более длинная, а чуть ниже опусти. Это 17А, вот это. Это этот 17А проект, он немножко короче по сравнению это. Это в 35-м масштабе у меня они сделаны. Ну, это так, они не на продажу. Но, кстати, есть матрица, кому нужно, могу сделать. Да, то есть, если нужны лодки про Вальтера проекта 17А, 17Б, вот они здесь есть. Обращайтесь RC Submarines, форум, группа, либо на RCM24, мы вас перенаправим, можно будет заказать. Ну и говоря о лодках, нельзя заметить, что здесь без БРВ, здесь разъем верхняя, нижняя плоскость. Ну, классический. Разбор корпуса, то есть снимается часть корпуса и доступ к ВПЦ получаем. Почему не тиражирую их? Потому что лодка очень, как сказать, очень редкая, но она в основном в Европе популярная. У нас она не популярная, и мало кто знает про нее. Ну, это так, между собой. Это мне один человек заказывал ее, я ему сделал это. Но вот эта верхняя, это моя первая, это уже построена мной лично. По оригинальным, кстати, чертежам с книжки, с немецкой. Да, ну, в принципе, передняя, как у X-Craft. Так, ну и здесь вот некоторая аппаратурка засветилась, Ace RC, потом MC-шка какая-то и Это Hightech. Futaba F14 моя основная. А вот это лазер, да? Это Ace RC, это аналог Hightech Optic. Ну да, оптика, ага. Это Eclipse, вот с правой стороны виднеется. Ну, Eclipse 7, да, у меня такая, ага. Так, а это на MC12 похоже.
Это Futaba F14. Ну, F14, да. F14 с рычагами, она морской вариант. Там М. двойной рычаг Ну, левый. это диапазон 35-40. 40. 40, ага. 40, да, 40 мегагерц. 40 мегагерц. Вот еще пистолетного типа. Это вам, наверное, для буксиров, для катера, да? Нет, это от касатки. От Он в касатки. комплекте идет. Ага. Это, Ну, здесь по-моему, 27 мегагерц. клеи, Это поплавки. краски, клеи, растворители, ну вот все, что такое основное нужно. Да, ну какой же Крым без рыбалки, да, тут поплавки. Ну, это я так делал для себя, для души. Да, то есть они тоже здесь живут. Ну и знаменитый список с комплектами Валов. валов для проектов. Да, да, да. Да, кстати, кстати, пардон, это что такое? Секундочку, верну. Вот это вот магнитную тоже прилепил у себя, хоть перестал терять металлические инструменты. Это да, это такая удобная вещь, что эти надфиля, обычно они где попало валяются, а так они вот прилепил, и они висят себе, и мало места занимает, и всегда под рукой. Да, но у меня потом получился забавный эффект, они начинают прилипать друг к другу, видимо, намагничивается. Не знаю, не замечал. Ну попробуй. Так, у нас место сверления и выпиливания. Ну, лобзик мы уже обсудили. Вот. Это дрель ДВТ, перфоратор на станиник. Рекомендую всем для бюджетного решения. У меня такое же используется. Великолепно сверлит. Без него не знаю, что бы делал бы. Да, ну это я бы так сказал, на начальном этапе была еще приобретена, но так как она очень точная и маленькие сверла, это можно использовать. А на том с большом станке там, по-моему, от 1,5 идет. От 1,5 диаметр, и все, ниже не поставишь ничего. Ну, какой-то там нужно какую-то приспособу лепить, чтобы миллиметровое сверло одеть. А здесь можно до 0,3 или 0,4 даже. Да, там хороший патрон у ДВТ, поэтому Хороший здесь... патрон, да. Здесь миниатюрный патрон это прямо вообще такая вещь незаменимая. Так, Денис Жаров, добрый вечер. Дениска, привет. Так, ну, с лобзиком мы уже посмотрели, движемся дальше. О, самая моя интересная тема. Это ЧПУ станок. Ты говорил, это 18 на 24 и такой вот простецкий двигатель. Что на нем, какая нагрузка? Что ты делаешь? Значит, на нем изделие пластик и дерево и стеклопластик. То есть он мне нужен я с него делаю пятаки вот эти белые для переборки для ВПЦ из ПВХ четверки. Ну, пластик все этот. И основная у меня вот эти пятаки я с него делаю. Некоторые эти, как тебе сказать, из фанеры подставки для моделей маленьких. Я тоже на нем делаю. И маленькие решетки из стеклопластика. Решетки для шпигатов моделей. Я Ну и понял, все. понял о чем-то, ага. И все, больше основное предназначение вот эти вот переборочные из ПВХ. Ну, я догадался, что ты делаешь на ЧПУ. У меня тоже есть ЧПУ и парочку переборок я скопировал, пробовал вырезать из ПВХ. В принципе, тоже получается. В общем, незаменимая вещь для тех, кто... Незаменимая, да. Потому что мне нужно их много, а сидеть вручную лобзиком выпиливать, это сам понимаешь, это уже времени не хватит. Да, и лобзиком не даст такой точности. Нужно, чтобы их 5 или 6, иногда больше деталей сошлись прямо вот четко в одну. Ну, конечно, это когда, допустим, чтобы сервопривод входил, это надо точность, чтобы она была. Да. Так, а вот это вот крепление каретки оси Z, это печатное что-то, пластиковое, чуть не могу рассмотреть. Ну да, это ж вот китайцы сделали вот это вот чекаретка. Она, в принципе, для
пластика и для дерева она пойдет. Единственное, вот за сколько лет эксплуатации его вылетают вот втулки. Один раз вылетели вот втулки такие вот, на которых она ходит. Вот эти вот. Линейные подшипники. Да, линейные подшипники, да. Продольного хода вот этого вот. Угу. Один раз они не вылетели, а просто сместились. Я их просто туда рукой задвинул, и все, и они опять работают. Ну да, пока не совсем. Очень хороший, надежный надежный ЧПУ 2418. Машина хорошая. Нареканий нет. Ну, сейчас они уже это не 3D печатают, а делают из другого материала. По-моему, фрезеруют, я сколько видел, вот эти модификации этого станка. Даже металлические к нему апгрейд выпускают, если надо будет потом заменить. Так, Саша спрашивал, ЧПУ покупной. Да, ЧПУ это покупной. На Алиэкспрессе китайцы его продают по каким-то совершенно смешным ценам. И у него управляющая плата на Arduino, она где-то сбоку должна быть. Вот С левой она. стороны внизу. Вот, да, Вот, да. вот Вот она. то, что ты показываешь. Да, на Алиэкспресс я покупал, ну, еще давным-давно. Он был как конструктор, то есть он в разобранном виде. И собирали, мы с сыном собрали за вечер, и все, и вот этот. Единственное, мне вот с этой модели, что очень понравилось, это вот приблизь-ка немножко. Вот внизу ручка, видишь? Вот эта ручка продольного и поперечного перемещения. С правой стороны тоже есть. Вот она. Вон она видно. Потому что не на всех ЧПУ машинах такие ручки есть. А мне для точного позиционирования, ну это как можно сказать для начинающего, кто пользователя, кто только начинает, эта штука вообще незаменимая. На некоторых ЧПУ их просто нету. Ну, на моем тоже есть, хотя у меня 60/90 поле большое. Ага. Но я гоняю каретку на компьютере, просто нажимаю стрелки вверх-вниз, и у меня каретка переезжает. Ну, вот это ось Z. Вручную она мне не дает, там мотор сильный, я не могу его пересилить. Поэтому я использую программный способ перемещения, если мне нужно в какую-то точку переместиться. Ну это да, но я приспособился как? Я выключаю, там есть кнопка выключения двигателя, специально сделана. Угу. И он у меня не под напряжением, и можно передвигать как ты хочешь. Там специальная кнопка есть на управлении. Ну да, мне тоже есть на блоке управления эта кнопка, но я как-то стараюсь. Ну, мне просто лень его таскать, и я нажимаю на компьютере влево-вправо, он переезжает, как бы так. Ну, тут тоже Видишь, стоп. это как кому удобно это. Да. Так, Александр Смирнов, ссылку на станок дайте, Саш. Ну, набери станок SNC 1824 на Алиэкспрессе, и, Там миллион этих ссылок на там них. будет этих ссылок, выбирай, не хочу. Ну, Да. или после стрима тебе дам, или там Федор Николаевич сейчас найдет что-то там, посмотрит. Это не вопрос, нет, не проблема сейчас. Так, мы переместились в станочную зону, вот самые интересные вещи. Так, ну давайте со станка, со сверлилки начнем. Это джетовская мощная сверлилка, однофазный станок, да, ватт, наверное, на 1200-1300. Ну, такого для... Нет, он меньше, он где-то 300-350. А, так он совсем маленький, ну да. Он совсем маленький, он не... Там мощного-то не надо, мне что там, мне иногда вот в передних крышек для ВПЦ, ну, максимально я до 10 миллиметров оргстекло на нем сверлю. И все. Мне мощности такой, что там металл резать не надо. И, может быть, какие-то листовую латунь я сверлю на нем где-то до миллиметра толщиной, и все. Мне наоборот, чем меньше он потребляет, чем меньше мощность, тем лучше. Это все как миниатюрное. Кстати, вон внизу тиски, видишь вот? Да. Тиски тоже хорошая вещь. Это как бы такие тиски, которые можно закрепить на рабочем столе. Это. Ну,
такие. Я не только для сверления, я и распиливаю на них, ну, что-то такое, которое на руках надо сделать. Знаешь, ну, бывают такие работы надо сделать, которые не на станке. Вот тоже хорошая, нужная вещь. Она, эти тиски, они в наборе шли с ним. Мгм. Ну да, это для крепления детали на столе, вот под него как раз, по-моему, там. Да, да, да. Так, ну шлифовалку мы уже рассмотрели. Станок джет токарный на 2 резца. Головка и содержатель на 2 резца. И патрон. Ну вот и крепление задней бабки вот таким вот способом для перемещения. Ну, я же уже говорил, что для моих целей это больше и не нужно ничего, потому что я там больше 8 миллиметров ничего не точу, даже 6. Ну, нет, 7,5, 8 максимум, больше не точу на нем. Ну да, его хватает, тут больше и не нужно. Даже до Он тоже или 400, или 450 ватт, ну, великолепный, бесшумный, вообще не шумит, не гремит, не вибрирует. Для таких целей это великолепный выбор. Для моделиста это больше ничего. Его можно переносить, он легкий. Он буквально там килограмм, ну сколько, ну 10, ну 15 весит. Понятно. Ну и, по-моему, там пластиковые шестерни. Там шестерни нету, там привод. Там Привод. ремень стоит. Точно ремень, мы такой искали ремень, порвали ремень, очень долго искали его на лихе, что-то типа того, да. И, ну, у нас там еще шестерни были, но станочка немножко побольше был. Ну, если надо ссылка, у меня есть ссылка, могу тебе дать. Ну, мы Я уже, недавно уже, себе... уже нашли. Ну, хорошо. Ну, так. Не, ну ссылка, в принципе, можно дать, это самое... Саша Смирнова говорит, что нержавейку 16 миллиметров точит. Он? Да, он. На нем? Да, ну, говорит, на нем точат. Так, ну это ты рассказывал для обработки круглых деталей. Этот станочек, это самодел. Это я делал еще, когда в школу ходил, наверное, наверное, такой этот станочек. Там для чего, я сейчас объясню. Патрон от старой дрели используется какой-то там еще допотопной советской. Ну, сама идея этого станка в такой мобильности, чтобы быстро его что-то можно было сделать. То есть, допустим, точить какие-то типа спичек, вот такие вот заготовки маленькие. Я на них флагштоки точу из спичек, ну вот такие вот маленькие заготовки. Обтачиваю там, допустим, мачты, ну, шлифую там, вот, ну, для таких миниатюрных вещей это великолепный выбор. Кстати, сейчас я недавно на Али видел вот такие вот станки, только уже в современном виде они, кстати, такие есть. Да, я тоже видел, они, китайцы, тему поняли и быстренько выпустили на рынок. Да, молодцы. Они вот такие хорошие эти вещи. Это, ну, для судомоделиста это вообще... Или допустим, для тех судомоделистов, которые занимаются парусным моделизмом, старинных. Деревянные моделисты, копии, Да. стадовики, да. Для которые вот это юферсы точить, блоки там и так далее. Это вообще незаменимая вещь. Да. Так. Ну, вот это вот органайзер. Я тоже такой прикрутил, и вот теперь не теряю ни сверла, ни надфили, ни линейки металлические. И я еще буду такой один брать. Это только для начала взял один. Ну, у нас в Леруа продается, ну, где кухня, кухонная все. Это да, это для кухонного инвентаря, для ножей, для вилок, ну вот такое вот что-то. А для нас вот оно используется вот в таком виде.
Да, то есть такая вот. Так, а что это за устройство у тебя? Это что вот перевернуто на модем похоже? Лампа. Это лампа. А, лампа, господи боже мой. Ну, Это я лампа, да, это для освещения. Это, ну, я как уже тебе и говорил, помнишь это, освещение слабое, то есть ее надо усиливать. У меня там лампочка Ильича пока висит, но это надо такое стационарное хорошее освещение делать. И подсветка зоны станка тоже. Это так я выход с положения, он аккумуляторный такой вот, э, турецкий этот светильник, ну такой вот. Ну, кстати, работает хорошо, нормально, свет дает отлично. Ну, там, в принципе, зону надо осветлять. Ну, я тебе говорю, что я работаю в светлое время дня. Ночью я там редко когда работаю. Вот. Так что, в принципе, он мне не нужен. Но так бывают такие пасмурные дни, которые нужно хорошее освещение там. Особо вот подсветка там станка. ну, здесь организация пространства, готовая модель. Ну, это вот полки, вы видите, вот такие мощные полки. Это готовые, там у меня Курск стоит, а рядом готовые корпуса. Корпуса все стоят, значит, ну, в таком, они как бы скотчем стянутые, то есть они отпиленные, вот эти крышки, значит, ну как, соединены, и скотчем я их залепливаю. Для чего? Чтобы не играло. Ну, то есть корпуса не играли. То есть стеклопластик, он имеет свойство деформироваться. А в таком положении он у меня хранится, он уже не деформируется. Она держит вот этот скотч, он как бы не дает там, ну какая-то микроскопическая, но идет какой-то процесс. И вот так держу их в таком состоянии. Ну да, пока нету жестких конструкций, их нужно как-то соединять. И у меня тоже хранятся пластиковые детали, если залепленные скотчем. Это только так, потому что если их хранить отдельно, их ведет, и они вот своей жизнью живут. То есть там размер не это самое, не попадешь потом на этот размер. А так вот в таком состоянии, если ты их соединил, он много сохраняется. И он в таком вот виде корпуса лежат и ждут своей участи. Да, или нового владельца. Кстати, опять-таки по ссылкам смотрите, что там на Эли предлагает к продаже. Есть готовые модели, есть корпуса, можно будет посмотреть. Ссылки у нас в описании стрима, то есть чуть-чуть ниже прокрутите, и там будут ссылочки, по ним Да, посмотрите. вот обратите внимание на то, что в этих ссылках я указал только самые-самые новинки. Это, значит, проект 941 «Акула» в 144 масштабе и в 72 масштабе 641 проект. Наборы, я имею в виду. Вот. Мгм. Недавно был подготовлен 641 набор такой же, как у тебя. Ну и этот акулы тоже хороший набор. Ну и там, в принципе, это не все, что есть. Там есть в магазине, там много этих наборов у меня. И варшавянка в 72-м, альфа в 72-м масштабе, 212 проект в 72-м масштабе. Вот. Ну, то есть еще выбрать, пожалуйста, вот Есть выбор, это не все указано. Это я так указал, это то, что такое вот самое-самое. Там много чего это. то есть по мастерской, по наличию готовых изделий видно, что если у вас нет времени или возможностей, или того и другого изготавливать корпуса, но вы можете собрать, подклеить, что-то какие-то мелкие работы провести, вот, пожалуйста, с Эли связывайтесь, списывайтесь, выбирайте, что нужно.
звоните, разговаривайте, ну, и Ну, компания. или в интернет-магазин, там уже можно выбрать все, что хочешь. Да, Кстати, ссылка есть у тебя на мой магазин. да, ссылки на магазины, на изделия, все под описанием стрима. Все можно посмотреть, выбрать что-то для себя, приобрести. Ну и, соответственно, если, говорю, нет возможности, то какие-то работы для вас выполнят. Если у вас какой-то кастомный проект, то есть проект, которого нет в магазине, вы строите какую-то модель свою, то эти работы компания RC Submarines.ru или тоже для вас выполнит, но там уже нужно связываться, разговаривать. Я думаю, что любой проект реализуем. Да, решим. Это так, если я не сильно загружен, я, в принципе, берусь за такие работы. В принципе, делаю. Да, для для RC-24 был создан цилиндр под X-Craft. Он прекрасно работает, в принципе. Специализированные на Да, заказ. да, на заказ, то есть. Да, кстати, вот она лампочка Ильича, вот она там вверху видна. Да, да. Ага. Так что можно будет работать, если есть цель, есть средства. Так, здесь у нас полки с касаткой, Касатка. касатка, рубки. Вот от 641, 941 проект, от Варшавянки. И это немецкая лодка, забыл, как проект называется. 21-й, Да, 21-й. 21 проект. Так Но что это еще не все. Там у меня на этих еще спрятано. Так что не поместилось в шкафу, я так положил. А так, в принципе, и корпуса еще не все. Это не все, которые есть в наличии. Так что видите, что выбирать есть из чего, Есть, производство конечно, работает, есть пожалуйста. из чего выбрать. Так, вот у нас закончились. У нас закончились фотографии, или мы вышли в эфир уже как бы напрямую. Угу. Так, ребят, готовы слушать дальше вопросы, потому что такой у нас чат притих, видимо, офигел от такого количества всего разного. Информацию. Да, это информация. Смотрим, анализируем то, что у нас было. Ну и смотрим, что там у Ильи есть дальше. Кстати, что за аппаратура там у тебя стоит от меня, вот от тебя получается справа? Вот одна Эклипса я вижу, а вторая не вижу, что это такое. Это FrySky аппаратура. Это я экспериментальная аппаратура. Это я все ищу варианты, альтернативы нашей старой кварцевой аппаратуре на 27-40 МГц. И вот, я так скажу, это покупалась аппаратура для экспериментов с этой частотой. Частота 868 мегагерц, это вот красный блок R9, к нему докупался. Мы экспериментировали с ней, потому что 2,4 гигагерца, к сожалению, сейчас на данный момент эта частота не работает под водой. Вот. Она буквально там 10 миллиметров, и все, и сигнал пропадает. А эта аппаратура бралась мной лично для экспериментов. Кстати, и из телеметрии она. Вот. Так я так скажу, что это не дешевая аппаратура. Вот. Модули эти все. Но, в принципе, для экспериментов я использую ее. Вторая вот эта вот аппаратура, это на базе кварцевой аппаратуры 40 МГц, на базе Hightech Eclipse 7 это сделано. Но она тоже вот с дополнительным модулем Orange. Вот. Видно, да. 433 МГц, здесь еще экран телеметрический у меня установлен вот здесь тоже. Это так, для экспериментов. Это не на продажу аппаратура, но это так, для личных экспериментов. Вот. С альтернативной частотой. И я же как тебе же говорил, что
Мы сейчас вот ищем выход из положения, чтобы продолжить жизнь нашему спорту подводному, чтобы он не, ну как все дальше частоты такой нормальной нету и доступной частоты. И вот мы все ищем эти выходы, пути, чтобы сделать такую простую бюджетную аппаратуру на базе ардуиновской платформы, вот как мы с тобой эта аппаратура будет с недорогими моделями, ну, увидите, я чуть позже ее доведу до ума и уже потом через тебя или на нашем форуме это все проанонсирую. Вот такое вот. Так, а у нас эксперименты были 800 мегагерц, насколько глубоко, далеко? Ну ладно, далеко понятно, насколько глубоко проникает. Значит, проникает до 1 метра. Ну, достаточно, чтобы насладиться погружением в всплытие модели. Достаточно, чтобы погрузиться, чтобы она на перископной глубине походила и всплыла. Это, в принципе, достаточно. Но я еще раз говорю, это эксперименты. Это не самое главное. 433 чуть-чуть глубже. 1,30 м, 1,40 м. В некоторых моделях до 2 метров глубины. Это уже получший вариант. Но на данный момент она уже все. Уже эти модули, их вообще не достать сейчас. Эти 433. Ну вот эти оранжи, у меня там есть какой-то запас, но уже они сняты с производства почему-то, не используются. А так, в принципе, вот поставил и работай себе. Я имею в виду на современной аппаратуре, если есть такой вот такое подсоединение этих модулей, то, в принципе, почему бы и нет. Вот. А так, в принципе, вот такое вот эксперимент для экспериментов, для этого. Показала себя неплохо. Значит, ну, конечно, с кварцевой она не сравнится. Кварцевая есть кварцевая, но она уже это вчерашний день. А мы как бы должны смотреть на будущее, на перспективу. Так, ну, 433, 70-сантиметровый диапазон, это там чего только нету. Там и радиолюбители, и сигнализации, и эфир загружен этой частотой, поэтому, ну, видимо, отказались от использования этой частоты. Хотя она нам бы подошла. Да, подошла бы очень хорошо. Наши американские коллеги, так скажем, экспериментировали ребята с частотой 800 мегагерц, но у них что-то, то ли они аппаратуру неправильно настроили, они теряли сигнал на глубине полметра. Ну, видимо, что-то сделали неправильно, то есть что-то... Володь, я тебе значит, смотри, это не может быть. Вот этот блок сейчас настроен. Угу. Я его настроил. Это 868 мегагерц с, внимание, 25 милливатт всего лишь мощность. 25 милливатт. Что такое 25 милливатт? На этой частоте это достаточно большая мощность. Вот. 25 милливатт, она пробивает метр на глубину, а расстояние по прямой вообще я просто не было возможности ее замерить, то есть по поверхности воды. А вообще работает очень хорошо. И с такой этой самой, с таким модулем, с такой мощностью выхода. А там еще можно и на 200 поставить, и на 500 милливатт. Вот. То есть 800 мегагерцовый диапазон, в общем-то, это как бы наше спасение. Осталось только посмотреть решение ГКРЧ по распределению радиочастот в этом диапазоне, что... Так вот, я тебе объясню. Я выяснял, что они там это. Они пишут, что до 25 милливатт в принципе можно. До 25 милливатт разрешено. Кстати, это европейская частота.
до 25, а после 25 милливатт это уже как бы лицензирование нужно для Мгм. нее. Ну, 25 милливатт, в принципе, это достаточно. Для человека, который стоит на берегу, управляет где-то в радиусе 150 метров, это ты просто не увидишь ее 150 метров перед собой. Да, Даже конечно. 50 метров вот так вот достаточно. Так, Алексей Теличко задал нам вопрос. Наверное, думаю, что мы об этом тоже сегодня поговорим в рамках беседы про мастерскую. Ну и дальше мы объясним, почему мы все-таки сидим дома, а не в мастерской. Итак, вопрос такой. Где занимались до постройки мастерской? Дома. Ну да, стандартный ответ, где же еще, конечно. Дома за таким же столом, как вот Володя сидит, у него стол такой, я вижу, там у него модель стоит на полке. Ну, Да, что-то вот здесь такое, да, что-то вот такое было у меня, X-Crafting тут у меня вот да, стоит. X-Craft у тебя стоит. Ну, все, занимался как? Занимался, естественно, все эти судомодельные кружки, станции юных техников, это я все проходил. Это еще в советские времена было. Вот я учился в школе. Вот у нас был на уроках труда, потом трудовик был хороший мужик, он нам привил это все дело. Все сначала делали парусные деревянные суда, такие вот типа как вот фрегаты, вот это вот такие вот пушечные вот эти вот. Потом перешли на гражданские надводные суда. Ну, уже потом, уже где-то ближе к 97-му или 8-му году я уже как бы заболел этими лодками. Уже, ну и потом уже пошло-поехало проекты вот эти интересные появились. И потом уже делал сначала для себя, для развлечения, а потом эти знакомые просили сделать друзья, и вот так оно завертелось, потом с этими матрицами, в которых возможность есть много моделей выклеить, не только одну, а много. Вот, и все. Тиражировать. Тиражировать. Вот, кстати, одному человеку трудно выклеить вот эту модель в матрице. Вот. Поэтому мы с Володей вот накануне пришли к выводу, что лучше, допустим, заказать, если есть готовый вариант, вот у таких людей, типа как я, вот, или в другом месте где-то, если найдете, уже готовый набор и уже самому ее изготовить самостоятельно, потому что такой пластиковый корпус очень трудно сделать самому. Ну, чтобы Вот. сделать самому, это целый цикл. Я имею в виду в домашних Ну, условиях. конечно, нет, это не вариант. Нужно специальное оборудование, специальные матрицы, специальные материалы и все такое. Гораздо проще купить уже готовый, потому что мои корпуса, в отличие от других, я других не знаю. Ну вот, допустим, как у немецкого Энгеля, у него, если мне память я не забываю, то там у него, по-моему, прорезки швов ничего нету такого, а у них просто голые корпуса, они в гель-коуте их выклеивают, и все. Потом человек занимается прошивкой, разрисовкой, ну и, в общем, доработкой. А мои корпуса, я уже изначально их расшиваю, всякие такие, ну, основные. Я не говорю, что досконально там, доскональные всякие эти дела, а уже в такое ну, в таком виде, в котором мало там нужно дорабатывать его. Уже купил, обработал его ацетоном от этого слоя, от разделительного слоя, обработал и все, и на покраску его уже можно. Да, ну я вот тут вот стабилизатор на 641, вот я умудрился, когда грунтовал, забить этот прошивку. И вот
резцом прорезал, чтобы она опять появилась. Тут еще люк я тут закрасил. Ну, сейчас все нормально, я вот вернул назад. Угу. Ну, вот я сильно дал густого, поэтому пришлось быстренько прорезать. А так, да, все на месте, подтверждаю, все классно. Все вот детали, детали кстати, это детали, опять-таки, 641-го, мне Элина напечатал их с большим запасом, у меня даже остались вот решетки. Вот. Ну, это, кстати, на 3D принтере я напечатал Ну эти да, решетки. я понял. Ну, отлично вклеились, проблем вообще никаких, здорово. Кстати, когда будет продолжение уже этого твоего ролика по постройке модели? Уже все же... Как только оттает моя мастерская. В буквальном смысле этого слова, потому что сейчас там минус 20. Ну там прохладно как бы, а дома мне говорят, ты, говорит, пили здесь не пили. Вот что там, вот собираешь, паяешь, а пили нельзя. Ну вот Ну да, сижу, да. жду. А что делать? Жду, пока там все растает. И как только растает, я продолжу. Я не наснимал материала на серию, честно говоря. Не успел там, иначе тут у нас бахнули холода. Но продолжение будет. Я сейчас занимаюсь механико-теоретическими работами. Черчу в различных 3D программах различные детали, которые иногда, пока мои где-нибудь гуляют или их долго нет, и печатаю на 3D принтере. У меня два 3D принтера. Один фотополимерный из смолы и FDM-овский вот этим проточком. То есть либо то печатает. Ну, ждем продолжения постройки. Обязательно будет, потому что модель мне нужна в коллекцию R724 тоже, чтобы вот так вот было. Вот я ее поставлю, вот и буду уже, ну, уже будет сзади меня будет уже полка. Тут студия тоже будет меняться, я немножко по-другому размещусь. Будет второй монитор, потому что с одним монитором я работаю вслепую. Иногда не знаю, что нажимаю, и бывает то, что ради чего вы сходите на стримы, бывает какая-нибудь залипуха, и все становится смешно. Так, Станислав Румянцев задал нам вопрос, или давай ответим. Отличная кузница подводного флота. Подтверждаем, отличная. Были потери субмарин на большой воде? Ну, терял ли ты модели? Были. Были, я сейчас объясню, значит, как потеряли. Был отказ электроники, там как раз это альфу мы запускали на озере, и она утонула. Ну, значит, пришлось водолаза даже Сережу вызывать, он нам сплавал, потом достал ее. Она, говорит, в центре озера лежала, вот, отказ, там что-то было с радиоаппаратурой, и самое главное была ошибка, я не поставил туда файл-сейф модуль. То есть он погрузился, значит, он погрузился, и в таком положении, когда балластная наполнена, она погружается, модель, она ушла неконтролируемо в глубину. И ушла, и на самое дно ушла. И там вот, когда потерялся сигнал, она там и осталась вот в таком положении. Ну, значит, достал он эту модель, и что меня поразило, модель пролежала 3,5 дня на дне. Ну, мы ее сразу организовали, позвали его. Через 3,5 дня подняли эту модель. Ни одного грамма воды в центре, внутри, в сухом корпусе не было. Вот это меня поразило. Ну, естественно, мы открыли ее, потом просушили там все и все. И я вот до сих пор пользуюсь этой аппаратурой. Ну, то есть лодка не смогла продуть балласт для всплытия. Да, не было файл-сейфа. Если было бы файл-сейф, она ушла бы на глубину. Он бы продулся, эта балластная, она автоматически поднялась бы на этот, и мы бы ее не потеряли. Да, поэтому занимаетесь подводными моделями. Две вещи должны знать. У вас должен быть знакомый водолаз с номером телефона и файл-сейф, настроенный на аппаратуре, чтобы в случае потери сигнала под водой продуться и всплыть. Ну, подожди, не пугай людей. Это не так уж страшно.
Что я могу сказать? Надо очень хорошо проверять перед стартом модель, то есть подготавливать ее, герметизировать. Все эти утечки, даже малейшую утечку, это вам не машинка, которая по земле ездит, она никуда не денется. А эта модель, она тонет. Подводные модели все тонущие. И если какая-нибудь будет утечка через какую-то эту, она может у вас, вы можете ее потерять. Это первое. Второе, нельзя запускать модель в неизвестных водах, где вы не знаете дно, в каком этом. Бывают коряги, бывают водоросли. То есть, если на озере, я имею в виду, если в бассейне, то понятно, там все видно. А вот в таких местах очень опасно. И для этих целей нужна система, допустим, как мы делаем, защитная, на базе FileSafe. Там датчики у нас, датчик давления, датчик наличия воды и так далее. Которые, если, допустим, вода поступит туда внутрь, чтобы не было затопления, она должна продуть эту воду и всплыть. Ну, как-то так. Ясно. Но у меня нет датчиков в X-Craft, это для бассейна, но и то у меня был достаточно хороший шанс ее в том бассейне утопить, но вовремя я перестал забирать балласт, остановился и просто там что-то с электричеством было. И наши американские коллеги говорят, тоже потеряли модель, новую модель. Боб запустил ее в поход, она погрузилась, не всплыла. Когда они ее подняли, выяснили, что они забыли зарядить аккумулятор. Ну так, конечно. Продуваться было нечем. Да, Нет, да. нет, воздух был, просто не было возможности его оттуда стравить, чтобы лодка продулась. А у него, если помнишь, эти системы не поршневые, а газовые. Да, я знаю, там как на настоящей лодке. Да, там Там продувка. продувка идет воздухом. То есть плавучесть регулируется наполнением воды и продувкой ее сжатым воздухом. Я знаю, это у Дэвида Мерримана есть такие системы, он делает. Ну, Я не знаю, как Боб Мартин, но этот... А что, наши коллеги смотрят американские? Да, нас смотрят. Понятно. Все стримы по подводным лодкам они смотрят с Google переводчиком. Вот, и вот он мне пишет, что в данный момент мы в онлайне, мы смотрим. Говорит, не все, говорит, понимаем, что вы говорите. Google переводчик иногда переводит нас неправильно, но я ему после стрима объясню, что были за фраза нами сказана. И с океана вопрос. Что за черная лодка у тебя справа над головой? Справа. Right side. Вот. Это 212 проект S526, по-моему. Это 212 проект S526. Просят показать. Покажу поближе. Просят показать, ему интересно. Показать? Да, возьми, пожалуйста. Они в Телеграм мне пишут, в Skype, господи. Ну, вот такая вот. Это в 72-м масштабе она. 1 к 72. Ну, я по-английски не буду им объяснять, пускай читают. 1 к 72, итальянец. Итальянец, да. Да, ну, у них... Ну, это модель с системой БРВ. Она... Вот я сейчас ее вытащу. Вот. Она вот так разбирается. Вот в таком виде. И соединяется. Буквально за 2 секунды вы можете ее разобрать. Это вот наша передовая система. Вот. И имеются здесь вот такие вот X-образные рули. Ну, они то вверх работают, то низ. Вот так вот работают. Как вот на самолете с таким своеобразным хвостовым оперением.
Вот такая вот она. Безумные русские технологии, пишет. Не знаю, что он имел в виду. Crazy Russian Technologies. Very nice, понравилось. Вот, семилопастный винт, вот такой вот. Да, кстати, за винты. А винты ты отливаешь из материалов по уже печатным формам, да? Да, я или по оригиналу, допустим, какой-то беру, как мастер винт оригинальный, допустим, делаю с них матрицы и уже по этим силиконовым матрицам отливаю уже с пластика. Пластиковые эти винты из смолы. Вот. Они, значит, армируются стекловолокном или стекломатом. Я забиваю их туда, ну, чтобы были прочные, чтобы не отвалились лопасти. Вот. И да, и, кстати, и центральную втулку использую латунь. Латунную центральную втулку для резьбы, чтобы на резьбе накручивался он. Ну, Не понятное просто дело. пластик. Пластик может он соскочить, а с латуни он уже не соскочит. Так, а какой тип смолы ты используешь на корпусах? Они когда ко мне приходят, они там внутри такая темная смола. XT? Нет, это не от смолы зависит. Смола-то одинаковая, D20 называется смола. Это 20-е, да, пользуешь? Да, D20, это отвердитель такой темный. Этал 45 или 40, да, А, 45. то Этал есть 45. отвердитель не ПЭПа, а вот этот вот 45-й. Нет, ПЭПа, я не работаю с этим ПЭПа, почему, сейчас объясню. Потому что этот отвердитель, он быстро схватывается, этот ПЭПа, он сильный отвердитель. А мне нужно какое-то время, чтобы я, ну, как бы сформировал этот корпус. Он просто очень быстрый, этот сам отвердитель. Это первое. Просто не хватает времени что-то с ним сделать. А есть такие эти, там надо валиком прокатать эту стеклоткань, ну, чтобы она ровно легла и так далее. Времени не хватает. Это первое почему. Второе, там нужна температура определенная. Он работает только с 20 градусами этого. Потому что если ниже будет, он может не застыть, эта смола. То есть она бывает не застывает вообще. А вот эта темная, она даже при низкой температуре, она хорошо это застывает и все. И при любой влажности, кстати. А у меня там на улице, я бывает и на улице выклеиваю. Мне этот как бы этот фактор, это очень важный. То есть, когда выклеиваешь эти корпуса все. Ну и вот в таком духе. Ясно. А ты используешь после помещения материала в матрицу давлением, там, вакуумное формование, или это атмосферным все остается? Нет, я не использую. Это лишь атмосферное атмосферное формирование, потому что для таких этих надо очень специальные большие, огромные такие машины, а у меня их нету. Но мы пользовали это вакуумное формование, помещали в мешок, откачивали воздух. Вот. Ну там еще слои пропускной, жертвенный, впитывающий, жертвенный, потом. Ну, слишком много расходных. Когда яхтам выклеивали, чтобы по технологии получить 1 к 1, одна часть стеклоткани, одна часть клея. Вот. Ну, это вот для прецизионных точных работ. Но я понял, в принципе, по корпусам я, в принципе, уже сложил впечатление, что у тебя атмосферное формование, но тем не менее корпуса получаются достаточно прочными. Так. Да, там не нужен вакуумный это ж не такой какой-то такой супермуперный, что точность нужна тебе. А там это же морские корпуса, это ж не летающие.
Это, наверное, при летающих авиационных моделей нужно вот это. На яхтах, на скоростных моделях, где нужно точность. На яхте, если у нас яхта заложена, корпус должен весить не более 300 грамм, 150 грамм на половинке. У нас и получался четко 150 грамм, причем каждая корка была ровно по 150 грамм, мы использовали всю технологию. Три слоя ткани и дальше смолы ровно столько, сколько нужно. Она вся лишняя выдавливалась, и мы ее убирали. Но там корка получалась очень тонко, она же звенит, прозрачная такая. Вот у меня корпуса такие есть. Мы пробовали. Ну, а здесь тонкость даже не имеет значения, наоборот, имеет значение толщина. Чем толще корпус, тем он давление выдерживает больше. Понимаешь? Так что здесь, наоборот, чем толще она, тем крепче это получается.